Всем привет, это канал Гоша Карцева, а я кто? Конечно же, Гоша Карцев. И как вы видите, я теперь работаю на телеканале Ю, и я только понял, что вот это символ женской половины, так сказать. Чтобы работать на телевидении, умным не нужно быть. Паша — звуковик, который приходит ко мне и видит меня чаще всего голым, сзади. Скажи, пожалуйста, как называется твоя должность, что ты здесь делаешь? Я вешаю микрофоны. Это как-то мониторный, микрофонный инженер или что-то типа. Микрофонный инженер. Но на самом деле он бас-гитарист и играет каверы. Совершенно верно. Спасибо большое. Потрясающее интервью. Вот такой сегодня выйдет влог, дорогие друзья, со съемок шоу «Шопоголики». Гаяна занимается моим мейком, но она не знает, что будет сейчас, пока меня красит, давать интервью. Добрый день. Я с удовольствием дам вам интервью. Как я вас крашу. Очень хотела сделать смоки айс, но связали руки, заклеили рот. Вот, и не позволили. Придется делать просто хайлайтер и румяна. Гаяна, скажите, пожалуйста, чем отличается особенность макияжа на моем лице от всех остальных? Ну, во-первых, это просто величайший скульптинг. Ну, красота же, гладкость такая, боже мой. Раз в 2 дня мы еще бреемся. Это тоже, между прочим, очень серьезная процедура. И, скажу я вам, интимная. А что это значит? Я тоже не понимаю, дорогие друзья. А еще, на самом деле, в павильоне примерно 700 градусов, и я все время потею. И Гаяна все время на меня пудрит, а я все время от нее убегаю, потому что я устаю от того, что меня красят целый день. А потом я прихожу и час еще это смываю, и вообще ненавижу смывать макияж после съемок. Ну, я так и подумала, что после нашей встречи останутся только самые лучшие впечатления. Гаяна, на самом деле, очень воспитанная, приятная и тактичная. Не хочу это говорить слово, но скажу, гримерша. Но это взаимно, на самом деле. Спасибо. Пока меня красит, расскажу. Мы снимаем в павильоне номер 6. Это тот же павильон, где мы снимали известное шоу «Ты топ-модель» на ТНТ, дорогие друзья. И я просто такой: здрасте, я дома. Весь этот год я провожу в одном и том же павильоне. Телеканал Ю? Телеканал Ю. Сегодня в гостях у нас Марианна Елисеева и Александр Рогов. Происходит. Привет, это Ю, пришли к нам в гости. У меня новая передача, называется «Гоша и микрофон». Привет, меня зовут Александр Рогов, вы на канале Гоши Карцева. Подписывайтесь, комментируйте, пойдемте, я вам покажу бэкстейдж и покажу вам нашу студию. Заходите. На самом деле бэкстейдж — это всегда интересно. Здесь за черной шторой сидит очень много людей, которые контролируют технические моменты. Здесь прячется Марианна Елисеева. А пойдемте быстренько в студию, пока съемки не начались. Это подиум, по которому идут сначала наши эксперты, потом участники шоу. Здесь они стоят перед нами, как на фэшн-расстреле. Центральное кресло Александра Рогова, он скоро придет. Здесь у нас Гоша Карцев в лаковых штанах, и, видимо, во время съемок он спреет максимально и похудеет на пару килограммов в ногах. Очень уже вспотел. Так с нами общается режиссер. Там кресло Марианны Елисеевой и, собственно, вот так. А еще мы, на самом деле, с моей помощницей Олей одеваем манекены, привозим вещи. И здесь есть иногда даже эксклюзивчик. Например, вот это рукава из плащевки, которые мы взяли в коллекции моего бренда Рогов на rogovshop.ru. Самые классные вещички. Покупайте, переходите. И я еще не рассказал, во что я одет. На мне брюки и ботинки Balenciaga. На мне килт половинка от Disquaret. На мне футболка и лонгслив от бренда Рогов. И на мне вот такая косуха с бахромой от бренда Vatman with Movity Men's. И еще немножко украшений от Gucci, Louis Vuitton и Balenciaga. В общем, я богатая штучка. А во что ты одет? Я одет в свитер, связанный специально для меня. Это футболка, сделана совместно с брендом Юона Гош Карцев. Это штаны от H&M и Bottega. А колечки, я не знаю, ноунейм какой-то. Это Bottega тоже. Пойдемте у Марианны еще спросим. Мариан, во что ты одета? На мне ботфорты, коллаб у Шатава и Коника, костюм из гардероба подруги. Это очень сейчас экологично, между прочим. И серьги тоже из ее гардероба. Последний съемочный день, поэтому уже своего не хватило. Олечка, привет тебе огромнейший. Все, на самом деле у нас начинаются съемки. Забирай микрофон. Прямо сейчас Александр Рогов записывает начало передачи. Собственно, мы пока здесь с Марианной трёмся, смотрим, как это выглядит на мониторе. И когда произносят мое имя, фамилию, я выхожу. А что, почему? Что случилось? О, серьезно? У меня мое ухо во мне. Ухо мое. Расскажу, что такое ухо. У нас есть режиссер, который нам говорит что-то в ухо. Это такой предмет маленький, с маленькой антенной, видите? И мне туда говорит Антон,
какие-нибудь вопросы или напоминать, как зовут участниц, потому что, естественно, столько людей я запомнить никогда в жизни не могу. Здравствуйте, а как вас зовут и чем вы здесь занимаетесь? Кирилл, продюсер. Продюсер чего? Продюсер программы всей. Исполнительный. Что делает продюсер на съемке? Следит за порядком. На самом деле он тоже важный, он просто скромный. Кто вы и чем вы занимаетесь на площадке? Я генеральный директор продакшена, который снимает этот проект. Мастиф. Вот, собственно, начальник приехал. Алексей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на съемке? Ну, я контролирую площадку, администрирую здесь, помогаю декораторам, чтобы ничего не помешало остановить съемку. Так сказать. На самом деле ты все время играешь в прыжки в воду на телефоне. Что ты рассказываешь? Ну, это свободное время, что на моторе делать. В моторе вы работаете, а мы за кадром, пока вы переодеваетесь, пока пьете кофе, мы работаем. Спасибо большое. Больше всего на съемке я люблю вот эту махину. Это кран. Он как-то, наверное, называется. А еще на съемках, если вам кажется, что Александр Рогов очень милый человек, то вы с ним просто не работали. Ладно, я пойду, в кадр, потом поговорим. Check, girl them check, money check, check, rum check, weed check, girl them check, weed, rum check, weed check, girl them check. Так, где он, блин? Антон. Это самый чокнутый оператор на площадке. И он все время сопротивляется давать интервью. А вот ты не убежишь, Антон. Посмотрите, какой он мокрый. Потому что он бегает больше всех по всей студии. Ой, с вот такой тяжеленной камерой. Я и есть ниндзя. Зачем ты согласился на эту работу? У меня друг оператор-постановщик. Поэтому ты здесь. Просто он передвигается по всему пространству, садится на шпагат, делает трюки. И я все время смотрю на него, угораю и думаю, бедный человек. Вот кто реально. Единственный, кто работает на площадке. Это единственный человек, который ценит все то, что я делаю для этой программы. Ну, вот, спасибо тебе, Гоша, большое. Ради тебя я готов стараться и раскладываться здесь таким образом, чтобы давать самые лучшие ракурсы, дружище. Спасибо тебе. Вот, понимаете, если вы думаете, что на телевидении работать легко, нелегко. А если вы думаете, что снимать влог на YouTube тоже легко, нелегко, потому что я весь мокрый, друзья, я в кожаных штанах, здесь невероятная жара. Короче, Александр Рогов вместе со своей помощницей Ольгой нарядил все манекены наши сегодня. Мне кажется, это очень занятно по его почерку. Очень много брошек, колор-блокинга и перчаток. И здесь много люксовых брендов. Посмотрите, на самом деле, не просто какая-то санина, которую обычно используют для декорации. Тут вот Роша, например, есть, сапоги всякие. И они каждый раз, я захожу на съемку, каждый раз рассматривают, что новенькое у нас появилось. Вот здесь, например, новая коллекция Александра Рогова представлена на манекене. В целом мы максимально здесь развлекаемся, насколько можем. Вот, например, Numero Ventuna, есть обувь, она тоже дорогая. А вот если вы думаете, что это просто кронштейн с вещами, то ничего подобного, за ним прячется оператора. У Марианы спокойное кресло, у Александра Рогова спокойное кресло. Посмотрите, как выглядит мое. Вы видите, что просто его разнесло хером собачьим. Мы продолжаем снимать. Я вообще узнал час назад, что у нас, или сколько, мужская передача. Я даже не знал про это. Он говорит, сюрприз, у нас парни опять. Ну вот видишь, какое прекрасное шоу. Сюрприз. Ребят, у меня ухо тихо. И теперь, и обычно по опыту все будут клеиться к Марианне. Это единственный способ, как можно в нашей передаче победить. И как вы видите, Гаяна боится меня, идет пудрить Сашу. Сережа, это рубрика «Гоша и микрофон». Я тебя засужу. Это креативно? Я тебя засужу. Это креативно? Ну, черт возьми, это креативно, да. Скажите, пожалуйста, а секс в гримерке будет у вас сегодня? Второй раз ты имеешь в виду? Какой у вас рост, Сереж? Что-то ты вырос. Ты стал... вот оно что. 1,94 с половиной. Ваша жена, по совместительству моя коллега, утверждает, что... Она знаете, по какому принципу вас одевает? Да. Что налезло, то и берем. Так есть. Абсолютно. Тебе ли не знать? Ладно, все, идите там. Так, а вот это вот, смешно, что это бывшая гримерка Анастасии Рештовой, а теперь это гримерка Александра Рогова. Ой, вы все собрали, я хотел показать, какой у тебя классный интерьер.
молодцы, что мы не ждем конца съемок, а в процессе уже упаковываются вещи, чтобы потом не 2 часа здесь паковаться, а сделать это за несколько минуточек. Вот так. Вот, если вы думаете, что едят звезды, вот, пожалуйста, посмотрите мандаринки, орехи там и кофе из Макдональдса. У него салат, кока-кола, чокопай и вот какая-то штучка. Александр Рогов отличается тем, что он Бейонс этого шоу, это его шоу, поэтому у него есть туалет в гримерке и душ, а нам приходится ссать с бойцами тут какими-то. Так, это Оля. Оля привезла мне вчера этот кардиган из своего гардероба. Я в нем снимался. Теперь он пахнет мной. Оля не хочет давать интервью. А что здесь у нас такое? Жрачка! А это ужин? Вот, значит, так люди у нас и едят. Здесь вот, посмотрите, пинают жрачку. Это стол, на котором все едят. Вот, например, степлер здесь зачем-то лежит. Рука, пожалуйста, демонстрирует. Скотч, картофелечистка, сырный соус из Макдональдса. Все очень безопасно, очень все по-ковидному. Пальчик вот деревянный. Ребята в порядке, в полном порядке. Самое смешное, что в Амеде все время ходишь, все время встречаешь каких-то людей смешных. Вчера я встретил Стаса Борецкого, сегодня, не помню я, короче. А там что у вас за комната? Мужская? А, там наши модели. А есть кто не переоделся? А дай мне кого-нибудь. Это наш участник. Его зовут Александр. Александр, скажите, а нахера вы пришли в шоу «Шопоголики»? Как это? Показать, что я лучше вас одеваюсь. Это ты зря пришел сюда, во-первых. А во-вторых, ты реально... Реально рассчитываю на то, что я одеваюсь лучше вас. Но хотелось бы стремиться к этому. Реально мне очень нравится ваш образ и круто. Очень обувь нравится. Во-первых, я себя чувствую толстым рядом с Сашей, старым. Он еще меня на «вы» называет. Это бесит меня. Другой там мышцы свои демонстрирует. Какой у тебя Инстаграм? Санчо Official. Там есть фотки в трусах? Нет. Очень зря. О, я бы хотел вас познакомить с самыми главными занудами этого проекта. Первая зануда этого шоу. Его зовут Антон. Антон, как твоя должность называется? А что ты такой загорелый? Я отвечаю за биполярочку, за голоса в голове. Я шеф-редактор этого проекта. А ты не мог бы рассказать мой любимый анекдот? Давай расскажу. Сломал как-то Буратино ногу, приходит к папа Карло. Говорит: папа Карло, почини мне ногу, но нога надоела. Говорит: поставь колесо. И пошло-поехало. Это ужасный анекдот, но я его слышу 15 раз, поэтому мне смешнее всего. Юра, иди сюда. Юра, ты на кого нас составил вчера? К сожалению, я вынужден покинуть был вчера съемки. Дело в том, что у меня была еще одна съемка параллельная, и я не смог. Ты снимал, с кем ты изменял нам? Каналу «Россия». Как называется твоя должность здесь? Я нажимаю на кнопки, режиссер. А еще он все время просит аплодисментов и думает, что у нас сидят гости, потому что он ходит по всем каналам и забывает, где он сегодня. Да, так было, честно было. Он нормальный в жизни, на самом деле. Это он сейчас стесняется. Единственная проблема, что здесь все очень далеко друг от друга находится. Я вот уже 4 часа иду до своей гримерки. Сейчас вам ее и покажу. Это тур по гримерке Гоши Карцева. У нас тут есть, естественно, мойка головы, потому что она нужна мне. Она в райдере у меня всегда, потому что я люблю мыть волосы. В холодильнике у Гоши Карцева компоты, хлеб и морс, и кетчуп. Вот в чем секрет моей идеальной фигуры. Далее у нас здесь обеды какие-то, которые я не доел. Цветы. Я всегда люблю, чтобы в гримерке были цветы у меня. Здесь у нас бритва, микрофон, потому что я люблю петь и записываю альбом. Он скоро выйдет, будет доступен на всех площадках. А здесь луки, в которых я фотографировался. Но, к сожалению, все вам не могу показать, потому что мы уже закончили. Вот, например, Ксения Шнайдер есть потрясающая. Вот такой купил себе классный кардиган специально для съемок от бренда Abey. Вот у нас тут есть Hood by Air. Это вообще мне какой-то, я не знаю, кто это. Мне прислали такой странный свитер в подарок. Кто-то из подписчиков, мне очень понравился. Какие-то футболки. В этих джинсах я приехал. Это обувь, в которой я снимался. Вы, наверное, всю у меня видели, кроме, возможно, вот этих Джорданов, хотя я их выкладывал в ТикТок. И, наверное, вот эти вы коричневые не видели мои. Так, давайте я вам сейчас покажу,
Чем нас кормят? Открыть веган или рыбу? Птица еще есть. Давайте рыбу открою. Компотик, булочка с кунжутом. Ложка-вилка. Салфетка. Пирожное. Тимми сливочное. Помидоры с перцем. На горячее. Это распаковка еды. На горячее что-то холодное. Пюре с каким-то кексом из рыбы. Вот что мы с Матвеем будем сейчас есть и радоваться жизни. Так, мы сейчас поедим, а не переключать канал. Динамический свет на площадке. Попросил Матвея про это рассказать. Ну вот, смотрите, все переливается. Куча световых приборов. А реально, посмотрите, сколько световых приборов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 с одной стороны. 5 с этой. 4 с этой. 2. То есть вот это вот по периметру. Плюс еще вот эти вот все горят. Плюс еще вон там стоят внизу. И вот здесь вот. Тут у нас дискотека вообще, если честно, дорогие друзья. Подиум горит. В арке люди ходят, посмотрите, это тоже спецэффект. Тут посмотрите на потолке всякие. И еще какое количество у нас камер вообще. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вон там 7. 7 камер. Саш, 5 миллионов рублей, говорят, стоит объектив. Правда? Давай его поцелуем прям в центр сейчас. У меня вопрос. А ты помнишишь, что это мое шоу, а не твое? А где написано? А где написано, что твое шоу? В промо-ролике, то, что ты 90% эфира, и все, это не значит, что это шоу твое. А еще ты знаешь, что у нас шопоголики, а в букве О в одной 2 пуговицы, а в другой 4. А в одной вообще их нет дырочек. Это вот такой у нас интересный логотип. Я хочу, например, сказать о нюансе телевизионном. Вот у нас в студии много манекенов, и их мы одевали не в луки красивые, а скорее ты одеваешь манекены в яркие пятна. То есть про это тоже человек, работающий в кадре, должен думать, потому что красивый лук на манекене работать не будет. Поэтому это такие яркие цветовые пятна. Плюс здесь такой нюанс есть. Видишь, вот эти розовые светодиодные штуки, которые искажают цвет всей одежды, поэтому даже нет смысла одежду по цвету подбирать, потому что все равно все зальется одним светом. Поэтому они просто яркие, блочные цвета, которые будут привлекать к себе внимание. Тоже такой нюанс. А сколько образов вы собрали на манекены за 10 серий нашего сезона? Ну, например, в нашем шоу есть час на шопинг и 10 тысяч рублей, а у нас вещей 1 на 4 миллиона здесь. Ну, просто чтобы вы понимали. И вещей достаточно много. Мы не собирали луки, мы собирали как раз-таки просто блочные вещи, которые можно быстро поменять местами и местами поменять манекены. Но луков, сколько манекенов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 манекенов. Ну, наверное, луков 40 здесь есть. Ты бы поменял, скажи, вещи на 4 миллиона рублей на объектив за 5 миллионов рублей? Ни в коем случае. Сколько кресла стоят, на которых мы сидим? 6 миллионов рублей после того, как мы на них посидели. Почему Марианна Елисеева без штанов? Она в юбке. Она без штанов. Вот так. Она сидит без штанишков. Ты хочешь, чтобы я была без штанишек? У меня главный вопрос. А пока у нас был перерыв на обед, секс в гримерке был или нет? Был обед. До секса или после? Ты хочешь прогуляться в мою гримерку и понять, что там невозможно этим заниматься? Я жил в этой гримерке. Так, а что еще рассказать про съемки? Я не знаю. Надо рассказать, что это тяжело, потому что вроде бы тут хихи-ха-ха, и шоу динамичное, занимает 48 минут. А чтобы снять одно 48-минутное шоу, тратится порядка 5 часов, 4, наверное. И еще есть один нюанс, про который я не буду рассказывать. Дорогие друзья, мы закончили снимать передачу. Ты пишешь? Я с кем разговариваю? Мы закончили снимать в шоу «Шопоголики» с 6 пуговицами в логотипе на телеканале Ю. Желаю всем счастья, здоровья, успехов, учебе, хорошего настроения, удачного шопинга. Ну, вроде бы все. Я сейчас просто, если сниму штаны, из меня вытечет вода, мне кажется. Нельзя. Не завидуй. Мерзкие гетеросексуалы. Да Паша просто любит трогать меня, и поэтому все уже ушли, а мне не дают. Мне за это не доплачивают. Это все харассмент. Вы вот скажите, друзья, вот это телевидение этого стоит или нет? Все, пока. Вот так заканчиваются все съемки. Заканчиваются съемки алкоголем. Мы здесь зачем собрались? Вообще-то, ребята, мы сняли 12 серий. 12 серий мы сняли. Шоу «Шопоголики» на телеканале Ю. Это было классно. Я соскучилась по съемкам. Можно узнать, Гоша? Тут у тебя накладки? Нет, это мои, блядь, накладки. А здесь тоже накладка? Тоже накладка. А у тебя вот здесь накладка? Если бы. А почему Рогов сосался с мизинцем, а я нет?